за последнее время. Малобюджетная атмосферная фантастика, приключенческая фэнтези и многое другое. Здравствуйте, мои славные Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас 7 увлекательных новых фильмов, которые в этом году получили цифровой релиз. А еще мне будет безумно приятно, если вы меня поддержите. Оставьте лайк, добавьте комментарий, подписывайтесь на канал или подпишитесь заново, если уже подписаны. Это поможет продвижению видео и решит проблему с уведомлениями, если они вам не приходят. Располагайтесь поудобнее, запасайтесь вкусняшками и чаем, и приятного просмотра. Борьба со льдом. Два датских исследователя отправляются в дикую местность Гренландии, чтобы найти записи, оставленные 3 другими исследователями, которые бесследно исчезли. Шансы на выживание невелики, ведь события происходят в 1909 году, а они сами по себе в одном из самых безлюдных мест на планете. Фильм снимался в Гренландии, так что обстановка вполне достоверна и сомнений не вызывает. Путешествие оказывается суровым, сани проваливаются в расщелину, а на напарников нападает белый медведь. И прежде чем их спасут, они проведут там несколько лет. Это хороший фильм о выживании. А учитывая, что он основан на реальной истории, он становится еще лучше. Картинка и кинематография реалистичны, история и сюжет очень хороши, а тот факт, что нам, как зрителям, показывают проходящие дни и даты, помогает понять настроение героев. Этот фильм идеален для тех, кто хочет прочувствовать атмосферу отчаяния и изоляции от мира, которую пришлось пережить этим исследователям, в конце концов, сумевшим преодолеть все трудности. Хинтерленд. Город грехов. События разворачиваются после Первой мировой войны. Группа австрийских солдат, недавно освобожденных из лагеря для военнопленных, возвращается в Австрию, где их вместо знакомой страны ожидает новообразованная республика с непривычными для них политикой и взглядами, населенная людьми, которые их презирают. В то время как им приходится справляться с крайней нищетой и разрушенными жизнями, возникает более очевидная опасность. Их преследует убийца, использующий безумно жуткие и жестокие методы расправы. К счастью, лидер группы, Перк, бывший детектив, которого полиция сразу же привлекает к расследованию этого дела. Ему помогают решительная женщина-патологоанатом и молодой детектив. Сюжет разворачивается в хорошем темпе. Преступления и новые улики удерживают интерес зрителя до самого финала, а личностные отношения на фоне обеспечивают развитие персонажей. Предпосылка и подбор актеров действительно на высоте. Некоторые детали сюжета порой кажутся немного нелогичными, но больше всего отвлекает художественный стиль. Чтобы быть честным, Хинтерленд — это визуально чрезвычайно необычный и стильный фильм. Его действие происходит в Вене 20-х годов, в которой, по-видимому, слишком много теней, а прямой угол архитекторам не знаком. Здания наклоняются под сумасшедшими углами, полы скошены, а окна редко бывают привычной формы. Здесь, в рамках этого фильма, такой дизайн добавляет сюрреализм, тревогу, показывает, насколько поврежден разум героев после перенесенных событий, и вполне оправдан, хотя понравится далеко не всем. «Пираты. Последнее королевское сокровище». Это забавное и крайне динамичное приключение, полное мультяшного экшена и довольно глупых гэгов. В нем нет ничего такого, чего бы мы раньше не видели, но он обладает просто заразительной энергией. Это точно один из самых странных фильмов. В наличии пират, выкрикивающий свои реплики с громким смехом куда-то в небо, как безумный аниме-персонаж, хладнокровный капитан, возглавляющий свою команду неудачников и недотеп, и злодеи, чиновники и солдаты с суровыми лицами, которые будто случайно перепутали кинопавильон, а сами вообще-то шли на съемки нормальной исторической эпопеи. Сеттинг моря сейчас редкость. Пиратские фильмы практически вымирающий жанр кино, который, впрочем, снова начинает понемногу привлекать внимание киноделов. Кстати, это вторая часть. Первая вышла еще в 2014 году, но она была не такой цветастой и в разы более серьезной. Я бы даже назвал этот фильм южнокорейскими пиратами Карибского моря, только включающий в себя первые 3 части в одном фильме, с большим количеством морских сражений и кучей CGI. Безумно увлекательно, хотя и глуповатая приключенческая комедия. «Наемник». В центре сюжета уволенный за нарушение сержант спецназа США Джеймс Харпер. Столкнувшись с финансовыми проблемами, он обращается за помощью к своему другу Майку, который работает в частной военной контрактной организации и таким образом получает новую работу. Во время выполнения миссии у него появляется подозрение, что заказчик сотрудничает с преступными организациями, а после доклада руководства получает приказ действовать и предотвратить опасность. «Наемник» — это хорошо снятый и поставленный боевик с простым сюжетом, зрелищный и достаточно напряженный. Пускай это не самый оригинальный или качественный фильм с точки зрения сюжета, но он действительно увлекает в происходящее. Крис Пайн блистает в роли главного героя, в то время как другие актеры просто ничего не портят. Да, в наше время это уже огромный плюс. Экшн-сцены показаны довольно реалистично, а некоторые моменты и вправду удивляют, хотя назвать фильм непредсказуемым было бы слишком. В общем, «Наемник» предлагает своим зрителям вполне качественный и напряженный боевик, который рассчитан именно на поклонников жанра и, скорее всего, вполне им понравится.
Черный краб. Швеция разделена жестокой гражданской войной, жертвами которой становятся в первую очередь мирные жители. В центре сюжета персонаж в исполнении Нуми Рапаз, солдат, выбранный для выполнения специального задания. Она должна присоединиться к группе, идущей по замерзшему архипелагу в тылу врага, с целью доставить посылку на изолированный объект. Группе предстоит проделать весь путь на коньках, так как лед слишком тонок для транспортных средств, а от успеха миссии зависит исход войны. Крах цивилизации передан довольно убедительно. Ужас от перехода по тонкому льду и риск провалиться, натыкаясь на замерзшие тела, которых подо льдом кажется сотни. Разум героев еще более путает осознание того, что любой человек рядом может оказаться врагом, каким бы безобидным он ни казался. «Черный краб» довольно неплохой научно-фантастический фильм. Он не претендует на титул будущей классики, но гораздо лучше, чем о нем говорят критики. Хороший триллер о недалеком будущем с несколькими неожиданными поворотами в финале и несколькими недостатками, которые ему в целом легко можно простить с учетом скромного бюджета. Точно встретится этого года. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и жать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока!